Мы привыкли видеть советскую школу по-праздничному идеальной. Аккуратные коричневые платьица, строгие воротнички, образцовая дисциплина. Но задумывались ли вы, какая драма скрывалась за этим фасадом? Всего одна лишняя деталь в одежде или непослушная прическа могли обернуться для подростка публичным позором. А в худшем случае – проблемами с комсомолом и испорченной характеристикой. Зачем педагоги каждое утро караулили учеников с линейками? Почему форма СССР копировала одежду дореволюционных гимназисток? И как школьники бунтовали против серой системы, рискуя всем? Вы на канале «История в деталях». Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Утро советского школьника часто начиналось с досмотра. У дверей стоял контрольный пост, завуч, директор и дежурные старшеклассники. Главным оружием была линейка. Стандарт был суровым, подол должен прикрывать колени. Когда пришла мода на мини, девочки укорачивали платья. Тогда администрация школы применяла радикальный метод, заставляли вставать на колени. Если подол не касался пола, юбка браковалась. Нарушительницу отправляли домой переодеваться, ставя выговор в дневник. Вторым орудием была мокрая тряпка. Косметика каралась беспощадно. Если девочка подкрашивала ресницы или наносила слой гигиенической помады для блеска, ее вели к раковине. Учитель мог потребовать смыть все хозяйственным мылом. Украшения были под запретом. Сережки и кольца требовали снимать прямо в коридоре. Свежие проколы в ушах приходилось маскировать волосами, иначе следовало замечание. Мальчикам доставалось за длинные волосы. Их могли не пустить на урок, вызвать родителей или потребовать немедленной стрижки под угрозой исключения из комсомола. Сама форма была испытанием. Плотная ткань кололась, зимой в ней было холодно, а весной – жарко. Но главным проклятием были белые воротнички и манжеты. Платье нельзя было стирать часто, поэтому гигиену поддерживали за счет съемных элементов. Каждое воскресенье девочка должна была отпороть воротничок, постирать, погладить и пришить обратно. Несвежий воротничок в понедельник означал ярлык «неряхи» на всю неделю. Парадокс в том, что советская власть скопировала форму у дореволюционных гимназисток. Коричневое платье и черный фартук – это прямое наследие царской школы. Этот консервативный силуэт, напоминающий одежду прислуги XIX века, стал символом скромности и дисциплины. Система стерла элитарность прошлого, но оставила его строгую внешнюю оболочку. Подростки находили лазейки. Девочки придумали трюк с длиной юбки. Они не подшивали край, а просто поднимали платье выше по талии, фиксируя ремнем. На улице это было модное мини, а в школе, ослабив ремень, ткань опускалась до колен, и перед завучем появлялась примерная ученица. Мальчики тоже бунтовали. В эпоху битломании парни ушивали стандартные брюки в узкие дудочки. Распарывали швы и перешивали их сами или с помощью знакомых мастериц, буквально втискивая ноги в ткань. Позже в моде был клеш. Чтобы штанины красиво развивались, в нижний край вшивали металлические пластины или монеты для веса. Еще одним способом выделиться были пуговицы. Унылый пластик меняли на металлические с военных кителей или импортные. За такие вольности могли заставить срезать пуговицы ножом прямо на уроке. Школьная форма была инструментом уравнивания. Государство хотело стереть индивидуальность, но тяга к красоте оказалась сильнее уставов. Советские школьники умели выражать себя даже в жестких рамках. А какие правила нарушали вы? Пишите в комментариях. Если хотите узнать, за что в СССР давали реальные сроки не за преступления, а за стиль, например, за джинсы или валюту, вверху по ссылке наш плейлист «Другой СССР».